Всем привет, дорогие друзья! Это видео у нас будет для самых ленивых, потому что в данном видео будут только самые важные моменты, которые мы разбирали на мини-курсе по SQL, где мы работали с MySQL базой данных. В первой части мы разбираем теорию и только самые необходимые моменты, то есть мы разбираем, чем отличаются SQL базы от NoSQL баз. Мы разбираем типы связи между таблицами, мы разбираем, что такое внешний и первичный ключ, и также мы немножко проходимся по теории, самой основной теории, а дальше мы уже переходим к практике, работаем с операторами и начинаем с селекта группов и заканчиваем джойнами. Этот урок максимально компактный, ничего лишнего, немного теории, немного практики. Если видео окажется полезным, ставь лайк, подпишись на канал. Погнали! Итак, друзья, начинаем наш урок с понятий BD и SUBD. Они достаточно похожи и тесно связаны. База данных – это хранилище, куда приложение складывает свои данные. SUBD – это приложение для управления базами данных. И вот на слайде вы видите красную эту стрелку. Схематично я попытался показать, что SUBD – это система, которая управляет базами данных. Несколько SUBD, например, MySQL, либо MongoDB, и BD — это просто хранилище с набором данных, к примеру, с расширением DLL, либо DB. Существует два вида баз данных. Реляционные, их также называют SQL базой, и нереляционные, NoSQL базы. Основным различием является их структура. В SQL базах мы имеем строгую структуру, которая реализована таблицами и связями между ними. Ребята, еще раз прямо красными буквами. SQL базы — это таблицы. В NoSQL базах у нас нет таблиц, у нас есть объекты, и эти объекты описаны каждый в отдельности. К примеру, у нас есть контейнер, какая-то папочка, которая хранит в себе много разных объектов, и каждый объект хранит в себе информацию. Часто такие объекты представлены просто файлами в формате JSON. Есть еще другие виды NoSQL баз, к примеру, базы по типу ключ-значения, но они не являются очень популярными. И вот тут на слайде мы видим разделение на SQL и NoSQL SUBD. Если мы говорим про SQL, то наиболее популярными являются MySQL, Oracle Database, SQLite, Postgre, SQL Server Microsoft. Если мы говорим про NoSQL базы, наиболее популярными являются MongoDB, Cassandra и Redis. Еще одним отличием SQL и NoSQL, кроме структуры, является язык работы с данными базами. В SQL, соответственно, используется SQL, в NoSQL используются Query Languages. Это тоже нечто похожее на SQL, но со своими фишками. Поэтому по этому пункту нам, как тестировщикам, хорошо бы знать, уметь писать основные запросы в базы данных на языке SQL. А уже в зависимости от того, с какой базой вы столкнетесь, все равно будете немного подстраиваться и привыкать к тому синтаксису, который будет использоваться с базой данных. Ну и сегодня мы поговорим про SQL базы. Следующий практический урок мы также посвятим SQL базам, мы будем работать с MySQL. Однако, если вам интересны NoSQL базы, мы также можем попрактиковаться в них. Если это интересно, оставляйте комментарий. Итак, теперь пару моментов, которые нужно знать еще по SQL базам. Очень популярный вопрос на собесах, что такое первичный primary и внешний foreign ключ в реляционных базах данных. Это столбец или столбцы с уникальными значениями. Ну вот у нас в примере это ID-шник, он всегда уникальный и дает ссылку на конкретную строку в таблице. Если взять, допустим, следующий столбец с именем first name либо last name, то он не может быть уникальным. То есть пусть тут и разные значения указаны, Анна, Кристин, Теа, да, разные имена, но теоретически он может быть не уникальным. У нас может быть, если эту таблицу представим, что она гигантская, большая у
У нас может быть несколько Ан, и даже фамилия теоретически может у кого-то совпадать. Поэтому это значение у нас не будет уникальным. А вот айдишник, он у нас уникальным. Поэтому это первичный ключ. Внешний ключ или foreign key — это столбец либо столбцы, которыми мы ссылаемся на первичный ключ в другой таблице. Вот и все. Не надо ничего мудрить и придумывать. Если вы так ответите на интервью, своим ответом вы удовлетворите 99% лиц, которые вас собесят, если мы говорим про тестировщиков. Советую остановить видео и присмотреться, чтобы зрительно запомнить это. Вы будете держать в голове у себя вот эту вот картинку с двумя табличками и легко сможете ответить на такой вопрос. И буквально еще два слова по типам связи между таблицами в базах данных. Существует 3 вида связей. И вот моя любимая картинка: 3 вида связи. Это 1 к 1. Вот тут у нас на картинке это традиционный брак, мужчина и женщина. Показана вот эта одна связь, что у мужчины есть одна женщина. Если мы представим, что место мужчины и место женщины у нас в табличке, то каждому объекту из таблицы А у нас будет соответствовать значение из таблицы Б и наоборот. На самом деле это крайне редкий вариант, так как смысл в таких таблицах не особо большой, их нужно объединять в одну табличку. Второй вид связи — это, нет, это не гарем, это 1 ко многим. На нем у нас показан опять мужчина, у которого уже идет 3 стрелочки. Если опять переходим, мы представляем место мужчины и место женщины табличку, когда объекту А, мужчине в таблице, может принадлежать либо соответствовать несколько объектов в Б, в табличке Б. Но при этом для каждого объекта Б соответствует лишь один объект А. И третий тип связи many-to-many тут у нас помечен как шведская семья, когда объектом из таблицы А у нас соответствует сразу несколько значений в таблице Б и наоборот. И еще один важный момент: если вы вдруг решили разработать свою базу данных, о такой штуке как нормализация. Это набор правил и критериев, которым должна отвечать база данных. Есть основные, есть дополнительные, всего их около 10. И основная цель — это повысить эффективность работы с базой данных, повысить производительность, повысить удобство управления. Так что, если захотите двигаться в бэк-энд разработку, к примеру, имейте это в виду. Ну, либо вы супер-мега тестировщик и захотите найти несоответствие нормальным формам. Это уже такой кейс с 2 звездочками скорее. Итак, с теорией мы разобрались. Теперь приступим к наиболее популярным манипуляциям с данными, которые могут быть прямо рутинными или, скажем, если вы плотно работаете с базами, прям ежедневными задачами для вас. Да и в принципе это достаточно полезно, даже если вы не будете работать с базами. Если вы знаете базовые запросы SQL, это может вам пригодиться, начиная с того, что у вас могут просто спросить эти вопросы на собеседовании, к примеру, и заканчивая тем, что, предположим, это может быть вам полезно в настройках фильтров в Jira. Зная SQL, вы уже сможете с помощью минутного гуглинга накидать себе классные фильтры, которые упростят, к примеру, ваш поиск в бактрекинговой системе. То есть SQL, он понемногу встречается на самом деле очень много где. Первым оператором, скажем так, оператор select — это основа основ. К примеру, нам нужно получить значения, которые находятся в столбце модуль таблицы devices. Давайте составим запрос select. Вот этот select — это будет оператор, указывающий на то, что мы что-то забираем откуда-то. Далее нам необходимо указать то, откуда мы будем забирать данные. Однако мы можем также поставить звездочку, что в синтаксисе SQL будет означать, что мы хотим забрать все данные. Из таблицы from нам надо указать, из какой таблицы мы хотим извлекать данные. У нас 2 таблицы: device area,
Мы хотим извлечь данные из таблицы Devices, пишем. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Заранее данный запрос. Видим, что у нас произошло извлечение всех наших данных из таблицы Devices. Все наши данные отобразились у нас вот здесь в нашей консоли. Далее мы можем поработать более детально. Если к данному запросу мы добавим слово distinct, то получим то же самое, только теперь уже без повторяющихся значений. То есть, видите, у нас есть повторяющиеся значения. Вот, допустим, Android, еще раз Android у нас повторяется. А теперь мы получим только уникальные значения. Давайте добавим слово distinct после select. Укажем тот столбец, где мы хотим проводить наш отбор. У нас это будет столбец модель. И раним наш запрос. Видим, что у нас произошел отбор, произошла сортировка. У нас отобрался только наш столбец, который мы запрашивали в селекте, столбец модели. И мы указали также оператор distinct с тем, чтобы наши данные, они у нас не повторялись. То есть, видите, Android у нас теперь уже встречается всего один раз. Полезная команда, необходимо запомнить. Двигаемся дальше. Предположим, что нам нужно получить только те записи в таблице, где количество у нас, к примеру, равно 5 items, да, видите, столбец. И мы хотим извлечь значение, где у нас количество айтемов равно 5. В таком случае в запросе у нас появится дополнительный оператор where, то есть запрос у нас будет также начинаться с select. Выбираем все столбцы, выбираем таблицу, с которой мы работаем, select, все столбцы from таблицы devices, и через оператор where мы обозначаем, что именно мы хотим достать, то есть наши айтемы, где у нас значение айтемов равно 5. Так и пишем items равно 5, точка запятой. И давайте зараним наш запрос. Видим, что произошла сортировка. Мы достали из таблицы все столбцы и конкретнее мы достали строки, где items у нас равно 5. Окей, представим теперь, что нам необходимо вывести, скажем, данные по возрастанию количества товара. Тогда в таком случае нам необходимо будет указать вместо оператора where мы добавим order by. Далее пишем, по какой колонке у нас будет происходить сортировка. У нас будет происходить сортировка по столбцу items. И давайте запустим наш код. Видим, что у нас произошла сортировка в таблице items. То есть наши данные теперь отсортировались по возрастанию. У нас идет, потом 4, 5, 7 и 9. Если мы добавим desk, если вот здесь мы пропишем еще вот так, то у нас будет происходить сортировка уже по убыванию. Окей, с этим разобрались. Теперь давайте представим, если нам необходимо сделать отбор нашей таблицы, к примеру, по алфавиту. К примеру, нам нужно отсортировать все наши девайсы, которые начинаются на букву А. Тут на помощь нам придет оператор like. Данный оператор очень будет хорошо заходить, к примеру, в базах, где мы сортируем имена, фамилии, вот в таком вот духе, да. Select. Выбираем наш столбец модель, пишем оператор where. Далее нам необходимо указать столбец, в котором мы будем производить наше извлечение данных. Далее оператор like. Вот такие вот кавычки одинарные, в которых пишем букву А и процент, знак процента. Вот вся вот эта вот комбинация like, одинарные кавычки А, процент означает, что теперь у нас будет производиться отбор в нашей табличке по столбцу моделей
всех моделей, начинающихся с буквы А. Давайте в этом убедимся, запустим данный запрос. Действительно, видите, произошла сортировка у нас по столбцу моделей и вывелись только значения, где у нас модели начинаются с буквы А. Есть много комбинаций оператора like. Обо всех комбинациях можно более подробно узнать, к примеру, на ресурсе v3schools.com, который мы с вами смотрели в прошлый раз. Вот видите, если посмотреть оператор like, то тут прям есть очень много комбинаций, которые могут использоваться для более точного, более эффективного поиска, отбора и работы с данными. Поэтому, если вам будет интересно, заходите, потренируйтесь, посмотрите. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующий оператор, оператор группировки group by. В нашей методичке сказано, что оператор group by тесно связан с функциями, и вот перечислены функциями, с которыми он часто используется. Давайте попробуем на практике посмотреть, что мы сможем провернуть через оператор group by. Давайте подредактируем наш запрос. Теперь оставим только select, укажем тот столбец, с которым мы будем работать в нашей табличке devices, то есть это у нас будет модель, select модель, выбираем ее. Далее ставим запятую, воспользуемся агрегатной функцией count. Далее укажем, что count у нас будет применяться к модели, к столбцу модели. Откуда у нас будут извлекаться наши данные из таблицы devices. Все это дело мы завершим оператором grow by, который у нас будет производить группировку моделей. Grow by model. Давайте посмотрим, что выйдет из этого. Раним наш код. Видим, что у нас отразилось два столбца. Первый столбец у нас модели, второй столбец у нас count. И вот тут вот в столбце count моделей весьма интересно, мы можем отследить вот эту вот группировку. Если взглянем на нашу таблицу devices в оригинале, то мы видим, что у нас в столбце моделей есть несколько повторений. Вот в частности у нас андроиды пересекаются, то есть они у нас встречаются два раза. Tesla у нас один раз, iOS один раз, телевизоры один раз и наушники один раз. А вот Android и Mobile у нас встречаются два раза. И вот командой grow by мы как раз смогли сделать вот эту вот сортировку. Какие модели сколько раз у нас встречаются в нашей таблице. В некоторых случаях это может быть также полезно и применимо к конкретной таблице, на конкретном проекте, если есть необходимость отсортировать какие-то данные. Также мы можем скорректировать данный запрос, добавив еще оператор having count, который будет нам выдавать данные о моделях, предположим, от какого-то значения, предположим, от единицы или больше единицы в нашем случае, да. То есть вот это вот оператор having count, указали, что сортировка будет по столбцу модели продолжаться у нас, и где значения будут больше единицы, выведи, пожалуйста, в нашу консоль. Окей, давайте зараним данный код и посмотрим, как изменятся извлекаемые данные. Моим ожиданием будет, что у нас останется одна строка со значением 2, потому что мы указали значение больше единицы. Работало. Наша сортировка теперь выглядит по-другому. Как и ожидалось, вывелся только столбец, где у нас значение равно больше единицы, то есть двойки. Окей, тоже применяемый оператор. Тоже взяли себе на вооружение, что вот можно с группировкой достаточно удобно юзать оператор having и group by. Запомнили данные операторы и двигаемся дальше. И что же, таким образом мы с вами подошли к джойнам. Страшным джойнам, которые так сильно любят спрашивать на собеседованиях, как вопрос на засыпку. На ресурсе v3school
Мы видим вот несколько вариаций джойнов. Мы поработаем с вами с inner join, с left join, right join и full join. Давайте попробуем поработать с джойнами на наших табличках. Попробуем вывести столбец с моделью телефона из первой таблицы и столбец с районом, где у нас находится магазин, из второй таблицы. То есть мы дернем один столбец отсюда с моделью и дернем один столбец у нас из таблицы номер 2. Окей. Начинаем наш запрос селекта. Далее мы пишем ту таблицу, в которой мы будем извлекать наш первый столбец. Это табличка devices. Далее ставим точку. Пишем столбец из этой таблицы, который мы будем дальше использовать. У нас это столбец model. Далее ставим запятую. Переходим к нашей второй табличке. Это у нас area. Ставим тоже точку. И тут, видите, сам dbeaver нам подсказывает, что у нас в данной таблице есть два столбца. Далее нам необходимо указать, с чем мы будем работать. Наши таблицы from таблицы devices. Далее нам необходимо указать таблицу, с которой мы будем производить наше объединение. В нашем случае join у нас будет производиться с таблицей area. Пишем inner join area. И нам необходимо указать, по какому общему признаку мы будем производить вот это объединение. Мы помним, что у нас столбец stores ID встречается и в табличке devices, и в табличке area. Поэтому по нему мы будем производить наше слияние. Вот это. Указываем on devices. Табличка devices. Точка. Столбец stores ID равно у нас таблица area. Точка. Stores ID. Такой же самый столбец. То есть это признак, по которому мы производим вот это вот слияние. Давайте попробуем запустить данный код, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Мы видим ошибочку. Ошибка связана с тем, что я что-то неправильно написал. Как-то так. Давайте пробуем запустить наш код еще раз. Таким образом, через inner join получили объединение столбцов device модель из одной таблицы, из таблицы devices, и объединение stores area из второй нашей таблички. Единение происходило по правилу, что каждый stores ID из первой таблицы devices у нас равен stores ID из второй таблицы. То есть, если внимательно посмотреть, видите, да, stores ID у нас 1, 2, 3, 3. И вот эти же значения в пересечении таблички devices у нас были отображены. То есть, у нас была отображена единичка Tesla Mobiles, двоечка Android Mobiles, и в тройке у нас было две тройки. Вот поэтому две тройки с iOS Mobiles прилетели в наш ответ. Видите, да? Вот такое вот объединение у нас произошло между данными табличками через inner join по нашему признаку вот stores ID. Обращаю ваше внимание, что наличие условия on это обязательное условие объединения. И вот тут для наглядности я подготовил вот такую вот небольшую доску, где мы сейчас будем с вами вот эти все данные наши закидывать, чтобы в конце подвести некий итог, чтобы было более наглядно видно, к чему мы, скажем так, пришли в итоге с нашими джойнами. И вот при объединении inner join мы получили в результате у нас данный результат. Это у нас при объединении конкретных столбцов.
Теперь давайте рассмотрим, как же выглядит left join. В left join мы объединим всю левую табличку и те значения, которые у нас будут пересекаться у левой таблички и правой таблички. Запрос у нас ничем не поменяется. Единственное, что мы добавим оператор left. И давайте, вот мы тут выбирали конкретные два столбца для примера, а теперь давайте выберем все. То есть select all, все столбцы. Объединяем с табличкой area по нашему условию, что stores ID равно stores ID из одной таблицы равно stores ID из другой таблицы. Но это у нас оператор left join. И возвращаясь к нашей схеме, мы ожидаем получить все значения из таблички номер 1 и те значения, которые у нас будут пересекаться в табличке номер 2 с этой первой табличкой. Давайте скопируем результат, который мы получили, вставим его на нашу доску возле left join и посмотрим, приглядимся более детально, что мы смогли извлечь нашим left join. Итак, смотрим. Все значения, которые у нас были в левой табличке, согласен, все перенеслось. Более того, мы видим, что у нас перенеслись две тройки. Помимо того, что мы перенесли все значения из нашей левой таблички, мы также и добавили все значения из таблички правой, потому что у них пересекались значения по stores ID. То есть вы видите, да, stores ID 1 есть в первой табличке? Есть. Значение двойки у нас есть в первой табличке? Также есть, поэтому они пересеклись. И более того, у нас два раза встречаются значения тройки, и они также у нас перенеслись в нашу табличку номер 1 с помощью left join. Таким образом происходит слияние табличек с использованием оператора left join. Вот так вот, возможно, будет вам более наглядно, более понятно в таком виде исходные таблички, а вот то, что мы получили по итогу с помощью оператора left join. Теперь давайте с вами провернем такой же финт ушами, только с right join и посмотрим, в чем будут отличия. Возвращаемся в dbeaver. Вместо left пишем right. И запускаем наш код. Копируем результат, который мы получили на нашу доску, чтобы, так сказать, было с чем сравнить. И видим, что в этот раз мы получили уже другой результат. Теперь у нас есть все значения, которые у нас были в табличке номер 2. То есть даже пустое значение null у нас тоже отобразилось. Полностью захватили эту всю таблицу. При этом значения, которые у нас пересекаются, то есть 1, также значения, которые у нас пересекаются, они с помощью объединения right join у нас также вывелись из первой нашей таблички. То есть видите, да, единица, двойка и две тройки. Вот таким образом произошло наше объединение right join. Надеюсь, вот в таком вот виде, когда они представлены одна под одной, более наглядно понятно, каким образом отличаются у нас результаты по left join и right join. И последнее, что мы рассмотрим, это full outer join. На первом уроке я говорил про особенности синтаксиса языка SQL в разных СУБД. Так вот, в MySQL как раз тот случай, когда оператором full join мы не добьемся объединения таблиц. Но мы можем воспользоваться оператором union и объединить результаты от left и right join. То есть просто сделать оба эти запроса и между ними поставить оператор union. По итогу мы получим все значения
из левой и правой таблицы, плюс их пересечение. И давайте попробуем, что из этого выйдет. То есть мы пишем сначала left join, к примеру, да. Убираем эту точку запятой, оператор union, объединение, и вставляем наш второй right join. И вот таким образом моим ожиданием будет, что как раз выведется вот этот вот full outer join, full слияние наших табличек. Давайте запустим наш код, скопируем его также на нашу доску, вставим и видим, что значений уже стало, конечно, тут побольше, скажем так. Мы выбрали все значения, которые у нас встречаются в первой таблице. Мы выбрали все значения, которые у нас встречаются в нашей второй таблице. И вот таким образом мы сделали их объединение. Произошло наше объединение. И все значения, которые у нас не пересекаются, они также у нас были выведены. То есть вы видите, позиция с южным районом у нас со значением пустым, она также у нас теперь появилась отдельной строкой. У нас есть пустые строки, которые из второй таблицы у нас ничем не заполнены, потому что нет во второй таблице Stores ID 4, 5, 6. Поэтому у нас вот получились вот такие пустые значения. Табличка автоматически была заполнена пустыми значениями. Может возникнуть вопрос, для чего мы это все делаем, зачем нам этот SQL, зачем нам какие-то объединения табличек, зачем нам работа с операторами и зачем все это тестировщику. Все достаточно просто. Часто на проектах есть базы данных, и тестировщику приходится работать с данными базами данных. Да, вам не придется тестировать сами базы, скорее всего. Да, вам не придется создавать эти таблички. Но вам придется извлекать данные и работать с этими данными более детально. Это отбор данных, сортировка данных, комбинация данных, объединение данных. Все вот эти операторы, select, join, grow by, like. Это может вам пригодиться на конкретно вашей работе, на конкретно вашем проекте при работе с базой данных. Прилетает какая-то конкретная задача по данным. Если вам необходимо что-то протестировать более детально, более конкретно, извлечь данные более эффективным способом, таблицы могут быть представлены не в таком виде, вот как мы создали, да, на нашем примере. Таблиц может быть огромное количество, с тысячами строк, с огромным количеством данных. Вот для всего этого нам и необходим вот этот вот язык SQL. С этим вам поможет сегодняшний урок, потому что на нем мы разобрали самые типичные, самые используемые операторы, самые базовые. Вот с этим набором, в принципе, уже можно как-то стартовать. Естественно, всегда хочется улучшаться, делать свою работу более эффективно. Я бы хотел вам посоветовать вот такой тренажер, как SQL Exercise. Вы можете зарегистрироваться тут, и вот справа у вас будут задачки прям по SQL, будут представлены таблички, различные задания на английском языке. Ну, вы можете в переводчике, допустим, их переводить, если не знаете английского, и выполнять вот эти задания от прямо нуля и до достаточно хорошего уровня. Можно потренироваться, набить руку, очень советую. Ну и также вот этот вот ресурс V3 Schools, к которому мы обращались. Также тут очень хорошо расписаны операторы, очень хорошо все наглядно показано в табличках, как можно работать, есть упражнения, также можно потренироваться. Вот эти два ресурса я вам рекомендую. И валидатор кода SQL-евского. За старание лайк и подписочку. До следующего урока. Всем пока!